Всем привет! В этом видео хочу рассказать о нашем опыте получения номинаций от провинции Онтарио по Human Capital Priority Stream. Сейчас будет небольшой обзор провинциальной и федеральной программы миграции в Канаду, тайм-коды будут в описании. Программ миграции в Канаду очень много. Я на всех останавливаться не буду, расскажу только о двух, с которыми мы столкнулись. Это федеральная программа Express Entry и провинциальная программа иммиграции от Онтарио, Ontario Immigrant Nominee Program. Федеральная программа Express Entry – это онлайн-система, в которой кандидат получает баллы за опыт работы, образование, возраст и уровень языка, и его выбирают для подачи документов на статус постоянного жителя Канады. Выборки в Express Entry проходят несколько раз в месяц, иногда чаще, иногда реже, и в основном там баллы очень высокие. Теперь про провинциальные программы номинации. У провинции Канады есть свои программы иммиграции, в нашем случае это Ontario Immigrant Nominee Program. Она включает в себя 9 потоков, у каждого из которых свои требования к образованию, уровню языка, опыту работы. И одним из таких потоков является Human Capital Priority Stream. Кандидат подает документы и при благоприятном исходе получает плюс 600 баллов к своим баллам в Express Entry, что гарантирует прохождение в следующую выборку по федеральной программе. Особенность этого стрима в том, что провинция Онтарио сама выбирает себе кандидатов. Если вы хотите получить номинацию от провинции Онтарио или любой другой провинции, при регистрации профиля в Express Entry вы должны поставить галочку напротив тех провинций, в которых хотели бы жить. То есть у вас уже должен быть действующий профиль в Express Entry, в который вам придет Notification of Interest от провинции Онтарио. Это письмо, в котором говорится, что провинция Онтарио заинтересована в вас и хочет дать вам дополнительные баллы для того, чтобы вы быстрее прошли на федеральный этап и в дальнейшем остались жить в провинции Онтарио. На требованиях к кандидатам к этому стриму останавливаться не буду, ссылку оставлю в описании. Я перейду сразу к процессу подачи документов. Хочу более подробно остановиться на переводах документов для провинции Онтарио. Все документы должны быть переведены на английский или французский язык. Если вы подаетесь из Канады, надо обратиться в Association of Translators and Interpreters of Ontario. Ссылку оставлю в описании. Если вы подаетесь извне Канады, можно перевести у переводчика и обязательно заверить перевод у нотариуса. На сайте OANP в разделе переводов очень четко прописано, что если ваши переводы будут неправильными, например, без печати переводчика или без нотариального заверения, ваше заявление будет расценено как неполное. Вам вернут деньги, рассматривать ваше заявление не будут, и вам придется ждать следующего Notification of Interest от провинции. Дополнительная информация будет на сайте, ссылку оставлю в описании. Пожалуйста, проверяйте требования к переводам перед подачей документов. Также хочется отметить, что когда мы делали свои переводы, столкнулись с тем, что некоторые абзацы просто не переводили, а некоторые слова были переведены очевидно неправильно. Поэтому мой совет – внимательно сверяйте каждую строчку ваших переводов. Теперь перейдем непосредственно к подаче документов. Мы зарегистрировали профиль в Express Entry 1 марта 2023 года, и 9 марта нам пришло приглашение от провинции Онтарио по Human Capital Priority Stream. Здесь хочу обратить ваше внимание, что после того, как пришло приглашение, у кандидата есть 45 дней с момента получения Notification of Interest, чтобы загрузить свои документы. И отсчет идет с момента отправки письма, а не с момента, как вы увидели это письмо. Еще раз хочу отметить, что все документы, которые я здесь перечисляю, относятся только к Human Capital Priority Stream. Итак, какие же документы мы отправляли? Notification of Interest, то есть письмо с приглашением, нужно сделать просто скрин экрана, как подтверждение того, что вам пришло приглашение податься на номинацию от провинции Онтарио. Отсканированные заграничные паспорта, главную страничку и страницы с Canadian Visas и Entry Stamps, если у вас такие были. Фотографии, как на канадскую визу. Подтверждение уровня знания языка английского или французского. Принимают ELTS, CELPIP, TCF и TEF, не старше 2 лет. Для основного аппликанта уровень должен быть CLB7 и выше. Мы загружали ELTS General, который сдавали зимой 2023 года. Также надо загрузить свое резюме, которое подходит к канадским стандартам. Мы решили воспользоваться сайтом JobBank, на котором сделали себе резюме. Статус Documents. Если у вас раньше были или сейчас имеются канадские визы на учебу, работу, визы временного резидента или какие-либо другие статус Documents, нужно будет их обязательно загружать. У нас этого не было, мы не загружали.
Также, если у вас есть job offer, LMIA или разрешение на работу, тоже необходимо будет загрузить все сопутствующие документы. У нас такого не было, мы тоже такое не загружали. Документы семьи. С моей стороны, так как я не основной аппликант, мы загружали скан паспорта, фотографии, результаты экзамена IELTS General. У неосновного аппликанта CLB может быть от 4 и выше. Также загружали оригинал и перевод диплома, и ECA-репорт я свой тоже подгружала. Теперь более подробно хочу остановиться на следующих документах. Образование. Мы подгружали оригинал диплома, перевод и ECA-репорт. Если у вас канадское образование, вы загружаете диплом, и все на этом заканчивается. Если же у вас образование, полученное вне Канады, вот организация, от которых ONP принимает ECA-репорт. Для медиков это, соответственно, Medical Council of Canada, для фармацевтов это Pharmacy Examining Board of Canada. Что необходимо будет сделать? Надо будет загрузить электронную версию ECA-репорта. Она должна быть не старше 5 лет. Также необходимо дать разрешение организации, где вы получали ECA-репорт, поделиться с ONP. Важно запрашивать организацию, чтобы они отправили копию ECA-репорта в ONP, не нужно. Мы давали разрешение только на ECA-репорт основного аппликанта. MCC дает разрешение только на месяц, поэтому мы давали разрешение 2 раза, потому как первое разрешение истекало 14 мая, и провинция Онтарио не посмотрела этот ECA-репорт. Мы дали разрешение, оплатили 2-й раз, и по фото видно, что провинция посмотрела именно 2-й ECA-репорт. Поэтому будьте внимательны и обращайте внимание на отметку о просмотре вашего документа третьим лицом. Work History. Что необходимо для провинции Онтарио для того, чтобы подтвердить свой опыт работы, смотрите в моем предыдущем видео, я там подробно рассказала про Reference Letter и дополнительные подтверждающие документы именно для провинции Онтарио. Proof of Funds. Если вы уже работаете в провинции Онтарио или у вас есть приглашение на работу, смотрите список документов на сайте, ссылку оставлю в описании. Теперь важно. Перед тем, как загружать документы, проверьте, какая минимальная сумма должна лежать на вашем счету. У нас произошла такая ситуация, что после того, как мы уже отправили документы в провинцию Онтарио, требования к минимальной сумме изменились, она выросла. Исправлять и досылать документы мы не стали, так как эти изменения произошли уже после того, как мы отправили наши документы. И дополнительные документы у нас не запросили, все было хорошо. Что же мы загружали как доказательство того, что у нас есть необходимые деньги? Выписку из банка за последние 3 месяца, которая должна отображать название банка, номер счета, баланс счета и идентифицировать основного аппликанта как владельца счета, на котором лежит та минимальная сумма, которая запрашивается. Сумма может лежать на счету в любой валюте. У нас лежала она в американских долларах, не канадских, и мы изначально положили деньги немножечко с запасом, чтобы при изменении курса сумма не ушла за нижний порог. Если деньги лежат на счету не у основного аппликанта, то необходимо прикрепить дополнительно письмо с объяснением от жены или мужа, что у основного аппликанта есть доступ к этим деньгам. У нас на счету необходимая сумма появилась примерно за месяц до подачи документов, поэтому вместе с выписками из банка мы загрузили договор дарения денег и доверенности, по которым этот договор был подписан. Вопросов по происхождению денег к нам не было, никаких дополнительных документов не запрашивали. Можно также прикрепить договор купли-продажи или любой другой документ, объясняющий возникновение денег, если они у вас на счету появились незадолго до подачи документов. Хочу еще обратить ваше внимание, что если вы прикрепляете какие-либо дополнительные документы к вашему кейсу, например, договор купли-продажи, договор дарения денег или неполный отсутствующий reference letter, необходимо написать letter of explanation, то есть личное письмо с объяснениями о том, какие файлы к чему относятся. Например, мы прикрепляли letter of explanation, где объясняли, зачем мы прикрепили договор дарения денег и доверенности, по которым этот договор был подписан. Письмо с намерением жить в Онтарио. Нужно указать, какие связи у вас есть с Онтарио. На экране вы видите пример, ссылку оставлю в описании. У нас связей с Канадой вообще никаких не было, поэтому мы в своем письме просто описали наши дальнейшие действия.
что хотим в Онтарио, потому что там есть места для иностранных выпускников в резидентуру по хирургии, что нам нравится климат, что нам нравятся города и что мы всегда мечтали оказаться около Ниагарского водопада. Еще раз хочу подчеркнуть, что на момент записи этого видео для провинции Онтарио необходимы нотариально заверенные переводы. Пожалуйста, внимательно изучайте требования к переводам перед подачей документов. На экране вы можете видеть наш таймлайн и стоимость подачи заявления с дополнительными расходами. Номинацию нам принять не получилось, потому как 6 июля нам пришло Invitation to Apply от Express Entry. Там как раз проходила выборка медицинских работников, и мы в нее попали. 4 августа Онтарио нам прислали письмо о том, что хотят вручить нам номинацию и просят от нас ответ, почему они не могут это сделать. И мы ответили, что уже получили Invitation to Apply, и номинация нам больше не нужна. И они отозвали наше заявление. Если ваши документы будут одобрены провинцией, через несколько дней в вашем профиле Express Entry появится кнопочка «Принять номинацию от провинции». И если вы согласитесь, ваш профиль обновится, и у вас будет плюс 600 баллов к вашим изначальным баллам Express Entry. И все, что вам остается сделать, это ждать Invitation to Apply в следующей выборке. Как мы подавались в Express Entry и с какими трудностями там столкнулись, расскажу вам в следующем видео. Спасибо за внимание!